Every year it's an honor and a source of happiness and joy to come and to participate in this festival. Большое вдохновение для меня приехать на этот фестиваль. Это большая честь, но также большое вдохновение для меня. Силы, I'm not exactly qualified. I consider myself like a student teacher. I'm learning and teaching what I'm learning as I go along. Я не считаю себя большим экспертом, большим учителем, но я учусь вместе с вами, вместе со всеми, и если я могу чем-то поделиться, это будет очень хорошо. In this way, whatever I've received from my gurus, from the Vaishnavas, the grace of the Lord, I share that as best as I can. Если я что-то получила в своем общении с моим учителем, с вайшнавами, то я буду рада поделиться этим. Actually, we have a very happy life. Наша удача в том, что мы живем очень счастливой жизнью. Veda life is a very happy life where we are celebrating all the time, every day. Ведалайф — это такая штука, что каждый день праздник. Каждый день у нас какое-то событие, каждый день у нас какой-то повод для веселья. We wake up chanting and dancing, and we go to sleep chanting and dancing and feasting. And Мы просыпаемся, поем и танцуем, потом у нас пир, потом у нас какой-то праздник, потом на ночь тоже поем и танцуем. And at the same time, getting the greatest benefit we can in our lives, attaining some tangible, substantial, absolute benefit in our lifetime. И совмещаем это приятное с полезным. То есть мы делаем что-то очень веселое, но при этом получаем высочайшее благо. Мы соприкасаемся с тончайшими и самыми прекрасными вещами в этой жизни. My grandfather guru, Srila Bhakti Rakhak Sridhardev Goswami Maharaj, he was known for his use of analogy. Учитель моего учителя, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, он был известен тем мастерством в искусстве аналогии. And he explained what real harmony is, how to harmonize ourselves with nature, with the world, with our environment, with God, within ourselves. И он всегда учил нас гармонии. Он говорил, что нужно научиться видеть подлинную, настоящую гармонию. Because at present, in the relative world, in the mundane material aspect, we are living disharmonious lives, disconnected from God and reality. Гармония означает созвучие, когда все части соединены в единое целое. И в повседневной жизни люди не имеют этой гармонии, они живут разрозненно, не едино между собой. Because we're so deluded by the influence of Maya, of illusion, we think this is normal, to take birth, to grow old, to get sick, and then to die. We think it's normal. Это происходит из-за влияния Майи. Под влиянием Майи мы думаем, что это нормально мучиться, страдать, рождаться, умирать, испытывать какие-то негативные эмоции. But actually it's very abnormal, because we are eternal beings. Но на самом деле это не нормальные состояния. Мы вечные духовные существа. And it's terrifying for the eternal being to have to undergo this transformation again and again and around and around. И это метание для вечного духовного существа, эти перерождения, это не естественное состояние, это не гармоничное состояние. In Eastern philosophy and thought, it's called samsara.
the wheel of samsara, repeated birth and death in this material world. В восточных философиях это называется самсара, то есть перерождение, круговорот рождений и смертей. And that comes through disconnecting with reality and with God. И это перерождение, это круговорот иллюзий связан с разобщенностью с Господом. Причина этому наше забвение о Господе. And we cannot blame anybody for this plight, this predicament, because we are the ones that earned this situation by our own doing, by our own desire. Причина этого разобщения мы сами, только мы и наши желания. So the Vedas come to teach us how to overcome this plight, this predicament, and how to obtain harmony in this, and how to reconnect with reality and eternality. И достичь гармонии нам помогают Веды. Веды – это древнейшее знание, которое ниспослано человечеству для достижения высочайших целей. And Srila Sridhar Maharaj says that he explains these Vedic teachings very elaborately and perfectly, and says how we are all finite parts of the infinite organic whole. И наш учитель Шрила Шридар Махарадж, он объясняет эту науку прекрасным поэтическим образом и говорит нам, что мы это маленькие части единого гармоничного целого. And it's our constitutional nature, within our very being, to serve for the good of the whole, to be a positive serving unit for the organic whole. И если частички этого единого целого будут жить ради целого, то будет гармония и будет счастье. And he explains how you pour water on the root of the tree, the whole tree will be fed. Если мы будем поливать корень дерева, то все дерево будет напитано и будет иметь силы для жизни. If you put just water on the leaves and branches, the whole tree won't be nourished and healthy, but it needs to go to the root. А если же поливать дерево по частям, там листик за листиком, то ни листикам пользы не будет, ни самому дереву. So this is one of his analogies within this example. He gave several, which I will share with you. И это один из самых классических примеров, который приводил наш учитель. So if we address the real reality of the situation and serve the very foundation and the root and find our constitutional nature and our position in the universe, then we'll find happiness, fulfillment, be nourished, be fed, and thrive. Поэтому если мы постигнем свою подлинную природу, постигнем центр мироздания и будем направлять наши усилия туда, то мы получим наибольшее благо. And about that same point, absolute harmony, Srila Sridhar Maharaj explains, put food in the mouth and it goes to the stomach and the whole body is fed. Также Шрила Шридар Махарадж говорил, если кормить тело если класть еду в рот, и еда поступать будет в организм через рот, то насыщение получит весь организм, все тело. We don't put food in the ears or in our eyes. Мы не пытаемся насытить организм путем складывания еды в ухо или втирания в глаза. In this way, there's some universal system, how everything works and how everything can be healthy and thriving and flourishing.
Потому что есть некие универсальные законы мироздания того, как происходит насыщение, того, как происходит Thriving, flourishing. культивирование, взращивание чего-то. And lastly, he explained how in a choir or an orchestra, there's a conductor who's conducting many different instruments, many different voices, many different sounds from different strata.